Всех приветствую на канале. У нас в работе Redmi 10. Телефон не прошивается, точнее прошивается, но ребутится в recovery. Причина потому, что сделали формат прошивки. У нас стерлись на нем имеи. Для того, чтобы восстановить, нам нужно будет немножко доработать плату. Потом с помощью программ восстанавливать имей. И потом уже прошивать родной прошивкой. Что нужно сделать с платой? Переходим к микроскопу. Внешний вид платы, то есть вот сим-лотка. Вот сюда переходим, где у нас флешка с процом. Увеличиваемся так, чтобы было более подробно видно. Вот этот резистор мы должны просто физически удалить. Вот. После чего переходим непосредственно к работе с программами. Фактически мы его оставляем на месте, просто смещаем и оставляем припаянным на одной ножке, ну, чтобы его не выкидывать, и на случай решения, когда все можно сделать по заводу. Но на данном этапе пока только так. И чистим все это дело. Так, теперь с помощью программы MyMeta выбираем USB, компорт пускай по максимуму будет, нажимаем Connect, отключенный телефон подключаем к USB. У нас пошла вот эта строчка, она должна полностью пройти. Все, как только она прошла, у нас вот тут в левом окошечке Content, Connect, дальше Loading, потом левое выбираем, здесь выбираем Email Download, и сюда вводим наши email. Email у меня неизвестен. Вводим его с помощью сканера, так как у меня есть вот наклеечка. Так, email 1 у нас вверху. Неправильно, заново. Второму сканировался. Вводим. Есть. И вводим сим 2. 91 и 90. Тут то же самое. Сканер убираем, нажимаем Write. Email Write Success говорит о том, что у нас все записалось. Все, дальше отключаем и перезагружаем телефон. Отключаем телефон, выдергиваем аккумулятор, заново включаем. Теперь у нас в инженерной прошивке должны появиться наши email номера. Если они появились, то дальше уже можем прошить любой стоковой прошивкой, и телефон должен запуститься. Вот до момента, пока вы не пропишете сюда email, он у вас не включится. То есть после прошивки стоковой прошивкой оригинальной, он просто будет ребутиться на recovery. Так, ждем запуска и потом уже перейдем к прошивке с помощью Flash Tool. Там тоже есть некоторые особенности. Так, смотрим, что у нас по email. Так, все, вот они появились.
выходим и выключаем. Дальше следующая особенность заключается в прошивке самим флеш-тулом. Давайте продолжим. Теперь, чтобы все это заработало, можем прошить стоковой прошивкой. Снимаем аккумулятор, зажимаем кнопку громкости вниз и подключаем к компьютеру. Для того, чтобы флеш-тул у нас начал прошивку прошивать, нам нужно с помощью вот этой вот программки сделать байпас по авторизации, по аутентификации. Нажимаем Disable аутентификации и только потом подключаем с зажатой клавишей вниз кабель. Делаем это до того момента, пока место вот тут вот не пробежит вся строчка, то есть успеваем. Все, вот здесь видим, что все прошло. Теперь вот смело нажимаем на прошивку. Предварительно я уже в флеш-тул подгрузил стоковую прошивку русскую. Есть тонкость, что вот этот вот файлик вам нужно подтянуть от китайской прошивки. То есть вот тут вот выбираем от китайский файл, а здесь выбираем уже ту прошивку, которую мы будем шить. Здесь выбираем Download Online. Поехали. Скорость формат Select. Нажимаем отмена. Форматировать нам не нужно. Назад. Выбираем тогда firmware upgrade. И нажимаем еще раз старт. Все, видите, авторизация уже не пройдет. Делаем повторно. Нажимаем аутентификация. Кнопка громкости вниз. Есть. А вот теперь нажимаем download. Все, главное не нажимаем формат, потому что если мы нажмем формат, он нам все обратно затрет. В общем, ждем прошивки и смотрим, что у нас получилось. При выборе скорости вот тут самой максимальной ждется достаточно быстро. При стандартной скорости очень долго, поэтому тут тоже выбираем. Сейчас дожидаемся окончания и возвращаемся к телефону. Так, у нас завершается прошивка. Буквально еще 10 секунд. И будем пробовать включать. Аппарат у нас подключен. Ждем заветные ОК, зеленую галочку, и попробуем включить. Напоминаю еще раз, те, кто смотрит с середины, это вот у нас аппарат заваленный после прошивки. Сейчас покажу, как именно его валят. Тут нажимаем ОК, все у нас прошилось. Валят, когда выбирают вот эту вот формат AL. Тогда телефон стирает email, и, соответственно, он больше у нас не загрузится, будет перезагружаться в режиме fastboot. Прошьется только сервисной прошивкой, включится, но при этом он будет без email, соответственно, и прошивка древняя, и звонить не будет. То есть нам нужно восстанавливать email. Включаем батареечку и подаем питание. Нажимаем клавишу. Есть, провибрировал. Ждем. То есть на прошивке, у которого заваленный email, у нас значок появляется и сразу выкидывает в меню fastboot, либо в recovery, обычно в recovery. Первое включение может занять некоторое время, ожидаем. Ребята, возвращаюсь. Спустя некоторое время все-таки он запустился. Пошла уже дальше загрузка. Подтвердился, что можно пропустить Google аккаунт. Сейчас ждем загрузку приложений. Ускорим процесс, поставим антенну на Wi-Fi.
Так, у нас высветилось, что более свежая прошивка есть. Мы ее, по сути, можем обновить. Можем не обновлять. Тут уже дело такое. Сейчас все сервисы у нас загрузятся. Я вам включу, покажу. Ну, мы можем уже зайти в email. И видим, что он у нас прописался и работает. То есть, таким образом мы его, в принципе, оживили. Давайте экстренный вызов, сделаю вызов. Касаемся антенки. Ну, то есть, теперь функциональный телефон. На этом все. Всем удачи.